Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что скоро произойдет в вашей жизни. Поворот событий до конца апреля, что ждет вас и что прояснится. Давайте с вами узнаем. По традиции у нас сегодня две колоды карт. И первое, конечно, это 78 дверей. Открытые двери или закрытые знаки судьбы мы с вами узнаем. Достанем 3 карты. Хочется сказать, что для вас это очень важный месяц, потому что 26 апреля планета Уран, планета трансформации, перемен, переходит в ваш знак Зодиака. И это на 7 лет, с заходом на 33-й год. Апрель таким образом вступает в решительную фазу во второй половине месяца. Уже как будто недостаточно предчувствовать, нужно уже понимать, конкретика какая-то с вашей стороны, но вы сами в этом нуждаетесь и можете это чувствовать. Действительно ли ваш желаемый путь соответствует вот этой повседневной рутине, вашим отношениям, вашему даже реальному графику. И ключевой момент – это не спонтанный выбор, это не проба какая-то ради любопытства, нет, тут больше все же осознанность и надежность. А что остается после первоначального энтузиазма? Вот, пожалуй, основной вопрос, который вы можете себе задавать. Энтузиазм исчез. А вот именно вот это послевкусие. Что остается или кто остается? И именно в этом для вас апрель начинает раскрываться. Что есть для вас вовлеченность и сотрудничество? И я должна сказать, с переходом Урана в знак именно Близнецы, это для каждого из нас время жить хорошо. Но этот период апреля не зал ожидания, когда мы просто чего-то ждем. Это лаборатория, в которой вы являетесь и экспериментатором, и экзаменатором для собственной жизни, для собственной судьбы. Определяете как будто качество жизни на долгий период времени. Итак, 3 знака судьбы. Первый знак, второй. Возможно, это какие-то важные вехи или то, что вам нужно успеть, может быть, до конца апреля. Дополним колодой Таро. И первая карта у нас будет называться «Так а что же там произойдет?» Возможно, что вас удивит до конца апреля? Удивит или на что-то вы решитесь, я такого тоже не исключаю. Что или кто появится неожиданно до конца апреля? Может быть, как какая-то возможность. К чему вам приготовиться, мои дорогие, до конца апреля, или это как, возможно, что-то прояснится? Как изменится ваша жизнь? А возможно, и изменитесь вы, изменятся ваши планы. Что будет продолжаться с заходом на май, потому что май – это как начальный этап после перехода Урана, ваш знак именно Близнецов, и стало бы тут для всего человечества какая-то перестройка. Ну и, конечно, карта «Совет», что вот как карты видят, что они вам посоветуют до конца апреля. Итак, первый знак судьбы. С чем, с кем это связано? Открытые двери или закрытые? Вот посмотрите, 5 пентаклей. Ну, наверное, это побудительный мотив. Я сказала, да, не зал ожидания. Вот здесь как будто ожидание по этой карте. Это всегда та карта, которая, знаете, такую, я называю, символическую занозу нам показывает, когда мы что-то не можем решить. Нам показан человек в таких, ну, не очень богатых одеждах, прямо скажем, с заплатками, да, и в возрасте, как будто сидит и ожидает, ну, наверное, амбулатория, поликлиника, и поликлиника сама какая-то тоже не самая дорогая, скамеечка такая убогая, какие-то листы повешены, типа информация. То есть видно, что, ну, где-то вот недостаток, он просто передается художникам с этой картой. Вот нам уже недостаточно просто ожидания. Нам уже недостаточно надежды самой по себе. Тут вот именно нужны какие-то действия. И это пентакли. Поэтому для кого-то из вас напрямую. А ведь в чем вы можете в первую очередь прочувствовать? Именно в своих планах, в работе, в деньгах, откуда приходят, или каким образом вы зарабатываете. Вот это может быть таким, знаете, побудительным мотивом изменить качество жизни. Что-то Близнецов уже не устраивает. Рыцарь Пентаклей. Но вместе с тем и есть то, что вы хотите продолжать. Что-то вам интересно. Рыцарь Пентаклей самый медленный рыцарь. Может быть,
И для вас, для кого-то из вас, даже пусть и личная жизнь, взаимоотношения с каким-то человеком, или пусть это проект и партнерские отношения, когда есть и вдохновение, безусловно, потому что наш рыцарь идет с подарком, его что-то вдохновляет, и как будто вас встречают, другой человек. Да, дверь закрыта в этот замок, но как будто уже приветствует вас. Тут явно есть какие-то отношения, которые вам следует продолжать. Как будто вам нужно от чего-то оттолкнуться. О чем это? Какая сфера жизни? Вы знаете, для кого-то из вас даже в апреле придется очень сложный выбор делать. Еду, не еду, участвую, не участвую, продолжаю эту работу или я все-таки тут буду что-то менять. Для кого-то из вас это будет связано с конкретной персоной, и я допускаю, может быть, был конфликт. Или пусть это не конфликт, но какое-то недопонимание, какие-то острые отношения, с которыми вы внутренне не соглашаетесь. Возможно, вы ждете, что какой-то человек первый объявится или каким-то образом по отношению к вам себя проявит. Но тут нет смысла этого ждать. Мои дорогие близнецы, я вижу вот этот триплет. Как будто хватит ждать. Тебе самому, близнецы, нужно прояснять. Как и по работе, как и, может быть, и в отношениях. Или ситуация касается вашего дома. Потому что точно, вот посмотрите, два рыцаря. Рыцари – это у нас всегда действия активные. И стало быть, куда-то не надо ломиться, да, будем говорить. Могучий кентавр пытается проломить эти врата. Конечно, он разбежится и проломит. Но карта говорит, вот если в прежнем ключе, или вот так настойчиво давить, мы ничего не добьемся. Или мы, конечно, проломим эти врата, но то, что мы увидим, не обязательно нас обрадует. Но есть то, что точно нужно, учесть, потому что рыцарь Пентаклей – это символ надежности. Иногда в моих раскладах я говорю об этом, это своеобразный марафонский забег. То есть это именно, вот я еще до карт говорила, что действительно ли путь ваших желаний соответствует повседневной рутине. Может быть, это уже недостаточно самого ожидания, а вам нужно с чем-то определиться. И есть та рутина, которую мы даже по рыцарю мечей. Где-то мы действуем, убеждены мы, что это нужно сделать, да? Или как-то вот метод, может быть, вы используете такой, а он как будто нам не принесет ни радости, ни удовлетворения. А есть что-то более надежное, пусть это в виде первых шагов или какого-то продолжения, например, общения, но вот именно эти отношения, пусть это у кого-то по работе, у кого-то, может быть, даже с личной жизнью связано, давайте так в целом, потому что сложно судить. Все же тут может быть больше работы и даже юридических каких-то дел с учетом рыцаря мечей. Но вот, видимо, вам как-то правильно, гармонично в целом карты говорят. Знай, что сохранять, от чего уже нужно отказываться, нет смысла ждать. Второй знак судьбы. Причем это мелкие арканы, будем говорить. Тут именно, когда не старшие арканы, а это ваше решение. Всегда младшие арканы показывают именно вашу деятельность и то, что зависит целиком и полностью от вас. Вот посмотрите. Это, знаете, как перекроить. Да, может быть, и придется где-то график. Или пересмотреть отношение к чему-либо или кому-либо. Но это того стоит. Шестерка пентаклей. Для вас сейчас прекрасное время. Словно высшие силы, боги, наверное, вас поддерживают. Иногда эта карта божественного благословления. Может быть, именно партнерские какие-то отношения, да? Может быть, это связано именно с работой. А у кого-то это все же нам художник прорисовал, что с подарком едет, то есть какой-то подсмысл, именно личная жизнь, да, но, наверное, это те отношения, которые не совсем о страсти, не совсем только о чувствах, нет. Здесь может быть вот именно та надежность или надежные люди, надежный человек. А шестерка пентаклей – это карта финансового успеха. Вот ваше окружение формирует ваш успех, хочется сказать и так. Но ничего само не происходит. Начинает происходить только тогда, когда вы сами, как и методы меняете, так и делаете первые шаги. Пусть для кого-то из вас вы придете к тому выводу с учетом рыцаря мечей, что нет, вот это я точно так себе не хочу.
этого я не буду продолжать. Но, по крайней мере, это не будет постоянно, знаете, как, ну, условно, непонятная ситуация, вибрирующая, да, не то вправо, не то влево, не то есть смысл, не то нет. Когда мы что-то сохраняем, на всякий случай. А какой случай? Вот, видимо, со всеми случаями до конца апреля, по крайней мере, себе какую-то правду сказать стоит. Оно того стоит, действительно. Посмотрите, карта финансового успеха, по сути дела, любая 6, это уже победа. И вот именно решится еще и карта сила. Вот вы сильны. И, может быть, вот эти последние дни апреля, последние недели, вам нужно как-то конкретно определить для себя важные вехи жизни. Может быть, это не только вехи, но и ваше окружение. Для кого-то из вас вот такой человек может быть. Кстати, если тут нам про страсть не сказали, но иногда по этой карте, к примеру, мои дорогие мужчины, это может быть какая-то важная женщина, которой вы именно испытываете любовь, желание быть вместе с нею. Или какие-то отношения. Мои дорогие девочки, это вы будете привлекательны для противоположного пола. Но если нам говорит шестерка пентаклей, что договариваться приходится, потому что это карта баланса. Как будто мы по 3 пентакля можем положить на каждую чашу весов. То баланс, причем такой, который идет с позиции критического мышления. Это все то, что я только что долго говорила. Он нам тоже необходим. В этой карте дверь закрыта, но есть страж двери. Как будто ручка есть, а замка-то ведь нет, но она закрыта. Так вот, как мы договоримся, от этого и будет открыта дверь. И я вам скажу, лев подчиняется волшебнице практически по карте сила, энергетика, как у мага. Он подчиняется, потому что не чувствует агрессии. Вот может быть какой-то напор с вашей стороны, такой вот напор именно, да, активности, когда мы настаиваем на чем-то своем. Вот нет, здесь нужно подойти к этому более гибко, более мудро. Вполне вероятно, вот вы не просто решаете какой-то вопрос или финансовую тему. Вы ведь можете до конца апреля для себя сделать что-то очень важное. И будете потом благодарить себя очень долго. Потому что старший аркан никогда не проигрывается просто в тот срок, когда мы это как назначили, да, до конца апреля. Я тут вижу смысл, да, вот этого вашего определения. Он имеет на более далекий период. Кто знает, может быть, и с заходом на 33-й год. Иногда так бывает. Его Величество случай меняет многое. И это все не усложняет. Наоборот, это все помогает вам разобраться и отличить заманчивое от стабильного. Лучшие результаты получат те, кто умеет исправлять ошибки, не драматизируя. Успокоить себя без чувства вины. Восстановить порядок и вместе с тем не пытаясь все контролировать. Так что же произойдет? Что вас удивит? Колесо фортуны. Еще один старший аркан. Я уже говорила, поскольку шестерка пентаклей – это карта как божественного благословения, можно сказать так, поддержки высших сил, то вы сейчас, ну, как на колесе, на гребне волны фортуны именно, да? Мы всегда говорим по этой карте, что, ну, вот если представить колесо, то есть какая-то цикличность нашей жизни. И вот когда карта выпадает, это у вас как дела на подъем сейчас идут. Но нам говорит, не жди, действуй именно сейчас, потому что неизбежно колесо, оно поднимается как будто наверх, а потом будет пауза, потом будет какой-то спад. И ты можешь потерять это время, и вполне вероятно, активные действия с вашей стороны потребуются. Может быть, это и для себя отделить зерна от плевел, ну так, интеллектуально, да, что есть смысл продолжать. И это может касаться как и отношений, как и вашей работы, как и вашего жилья, как вопросы дома, да, или какие-то иные вопросы, может быть, и мелкие. Но вот именно активность какая-то от вас, она предполагается. И фортуна вам буквально в помощь. И вас это может удивить. В то, что тот вопрос, который вы думали, он будет решаться долго, или вы откладывали на потом. Мои дорогие близнецы, вот правда не ждите чего-то, не зал ожидания. Потому что некоторые темы у вас могут как минимум проясниться до конца апреля, и вам будет легче, потому что это как
груз какой-то ненужный с плечей ваших упадет. Вторая карта. Что или кто появится неожиданно до конца апреля? Не совсем двойка пентаклей про неожиданности, но отчасти эта карта говорит, будь легок на подъем. Но тут с этим у вас порядок полный. И значит, дополняет где-то колесо фортуны, правда, не отложи что-то на потом. Но я больше вижу, что это ваша активность. Это не кто или что, это что скорее. Или какой-то сюжет, который, может быть, длился долгое время и был вот именно вот в каком-то балансирующем состоянии. Конечно, это могут быть отношения, это может быть творческий проект. А Уран именно в вашем знаке, он, знаете, как вдохновение, новый приток вам обеспечивает. Или когда вы можете, и кто-то из вас добьется больших высот, успех, признания, может быть, и популярности, когда вы занимаетесь и развиваете свои творческие проекты. Может быть, и творческий проект, не положить дальний угол или ящик стола и сказать, нет, это вот я сначала вот это сделаю, а потом я уже буду когда-то заниматься другим. Ну, наверное, для себя определить важные вехи и не отвлекаться по пустякам. Или не рассредотачивать как будто ваше внимание на то, что малозначимо. Именно, может быть, его величество случай, с учетом этих двух карт, когда вам это внимание свое или какое-то важное решение нужно переключить на основополагающие вопросы. А может быть, для кого-то из вас все же есть такое, пробуй, пока не получится или не надоест. Это может быть какой-то творческий проект тоже. Нельзя ни в коем случае неожиданно, да, вот кто или что появится. Тут вот эта возможность, она у вас определенно будет. И фортуна помогает для того, чтобы вы что-то для себя определили, осуществили. Потому что я больше вижу, ведь по этой карте идут иногда, ну, знаете, как внутренние инсайты. Иногда и его величество случай. Поэтому будьте более гибкими, не устанавливайте для себя вот именно периода ожидания, хочется сказать так. Хотя вы умеете как раз перестраиваться. Ваш знак олицетворяет саму по себе перемену. И ваша планета, управитель Меркурий, это тоже где-то вам добавляет жизненного драйва и нового интереса к жизни. К чему приготовиться? Может быть, и что-то прояснится. Прояснится какая-то, хочется сказать, замшелая ситуация, которая вас долгое время то и дело ставила в тупик. Но вот правда, мои дорогие близнецы, нет смысла что-то ждать. Что-то завершается. Мне нравится, как называет эту карту Колет барон Рид. Изящное завершение. Вот, может быть, и проясняются, вы сами проясняете некоторые темы, которые вы четко понимаете. Это есть смысл продолжать, а вот это не то, что ждать. А вот даже на всякий случай сохранять нет смысла. Это нужно именно завершать. Давайте я достану еще одну карту. Это нам о чем? Ну, у каждого, наверное, тут свое. Король мечей. Это ваше решение. Я не буду доставать дополнительные карты, если мы сказали, да, к чему приготовиться. Ваше время, оно как будто наступило. Но есть четко, вот как я говорила, да, то, что может быть продолжено, то, что действительно очень важно для вас, то, что для вас является прогрессом. Но не оставить, опять же, на всякий случай. И, может быть, для кого-то из вас это своего рода привычка к чему-либо, к кому-либо, но как будто тут все равно все завершается. Может быть, это для вас прояснится какая-то важная тема, или вы ее сами, скорее всего, будете прояснять. Без вашего участия, как мы сказали, как будто на лад дело не пойдет. Но тогда вот этот, знаете, как ноша, как чемодан, мы говорим, без ручки, да, или как мешок с камнями в древнем предании, да, который мы несем за своими плечами и сами не знаем, а зачем нам это нужно. Отказывайтесь от всего того, что вас не вдохновляет, от того, что вас наоборот где-то сковывает или заставляет ожидать. Следующая карта. Как изменится ваша жизнь или что будет меняться? Ну, тут точно будет меняться. По этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Для кого-то из вас переезд, смена места жительства, смена даже вида деятельности, смена работы. Или пусть работа там буквально, профессию вы не меняете, место работы тоже. Но значит, приготовьтесь, что будет меняться вокруг вас, тоже будут перемены.
И надо сказать, что в этот период, понятно, каждый занят самим собою, потому что у нас до 26 числа Уран еще в Тельце, и это наше благополучие. Здесь может быть какая-то тенденция, когда, знаете, в жизни людей из вашего окружения тоже происходят перемены. И это оказывает влияние на вас в том числе. Но для кого-то из вас именно поездка, какой-то переезд или пусть это даже взаимодействие с конкретной персоной, когда вам тоже захочется что-то переиграть. Вот смотрите, тут вот может быть и выбор. Не то решиться, не то подождать. 4 мечей часто карта, с одной стороны, все же это карта отдыха, когда мы приводим мысли в порядок. Но эта карта, с одной стороны, может символизировать такую кратковременную остановку именно, когда, может быть, эта остановка 15 минут. Когда мы взяли рационально, как лист бумаги, просто мы вот именно себя сконцентрировали на какой-то теме, вопросе, сюжете. Мы сели и понимаем уже, вот нам нужно в конкретном вопросе разобраться прямо сейчас. И мы уделяем какое-то время, ну, полчаса, да, когда мы прописываем, может быть, на бумаге, или когда мы что-то просчитываем математически, может быть, это финансы где-то, да, все же тут нам не совсем о чувствах в этой карте, а о каком-то сложном выборе говорят. И ведь человек наш уходит, посмотрите, налегке. Остаются еще полными как бы кубки, но он даже не оглядывается. Он именно налегке, мои дорогие, идет. Поэтому, если мы говорим о долгом ожидании, оно должно быть завершено. Или прояснено, почему вы долгое время находитесь, ну вот в каком-то безвремени, когда и не в плюс, и не в минус, а именно какая-то выжидательная позиция. Я могу предположить, что для кого-то из вас эта карта будет означать еще и, ну, к примеру, когда вам нужно прояснить, к примеру, юридический вопрос, и тогда нужно делать выбор и, может быть, подключить специалистов узких. То есть часто 4 мечей нам говорит о рациональности или о том, что наступает время, нам именно все-таки мечи – это интеллект, вот нам разобраться в каком-то вопросе, но это не через эмоции, а именно через целесообразность. Поэтому мы и думаем, поэтому мы, это знаете, как освободиться от ментального мусора, это все равно освобождение. Нам здесь уже сказали карты, что есть то, что нет смысла продолжать, а есть то, что смысл очень даже имеет. И может быть, это, знаете, как меняется ваша жизнь. У нас вторично выпадает карта рыцарь Пентаклей. И когда в моих прогнозах выпадает в разных колодах одна и та же карта, вот этот самый марафонский забег. Вот вы сейчас как будто до конца апреля определяетесь, делаете выбор. Что стоит вашего внимания? Что стоит вашего времени? Что вот именно как с энтузиазмом каким-то, который был, а потом исчез, и осталось какое-то не очень приятное послевкусие. Давайте узнаем, что же в конце концов будет продолжаться с заходом на май. Еще одна карта победителя. 6 всегда победа. Но вот здесь именно карта победителя. Более того, нам говорят, приготовься, близнецы. У тебя не получится, как достичь какой-то победы или решить один вопрос и на этом успокоиться. Вам придется удерживать именно вот эту победу. Вам придется в заданном режиме, в заданном темпе, может быть, продолжать что-то, какое-то дело намеченное. Поэтому точно не из зала ожидания в очередной раз повторяюсь, как-то так у вас проигралось. Но победа в чем-то, как будто нам говорят, будет, что будет продолжаться. И вы будете ее, может быть, даже понимание придет к вам другое, что именно это нужно сохранять. Стало быть, какая-то активность от вас потребуется. Но, знаете как, по 6 жезлов, это ведь победитель. Победитель тот, который знает цену победе. Почему тут идет сохранение? Здесь нам как будто толпа, которая приветствует победителя, да? Но он как будто не реагирует. Он выглядит уставшим. Потому что он понимает, что мнение толпы. Может быть, не нужны советы, мои дорогие. Иногда эта карта дает такую подсказку. Вам именно самому себе или самой себе
нужно не только сказать какую-то правду, провести некоторые активные действия или в каком-то вопросе разобраться, но перекладывайте на свою жизнь. И после этого вы достигаете желания, но это нужно удерживать. И неважно, кто что думает или дает, как знаете, советы постороннего вам здесь не нужны. Вот, видимо, все зависит от желаний вашей души. Карта совет. 5 жезлов. Вот, наверное, почему нужно удерживать победу. Карта победителя 6 жезлов, а 5 это всегда какая-то суматоха, информационный хаос. Здесь, возможно, кому-то из вас придется очень много работать с информацией. Ну, плюс-минус, тут мы разные тоже все. И по этой карте может быть ситуация, когда информационный поток идет к вам, и вам придется перелопатить буквально большой объем этой информации, встретиться с многими людьми. И карта предупреждает, не всем людям стоит доверять, потому что иногда по этим людям, по этой карте, извините, проходят люди ненадежные. Те, которые утром обещают, к вечеру забывают. Те, которые вроде с вами участвуют в одном проекте, а потом подвернулась какая-то ситуация, у него более любопытная, более интересная, он так быстренько раз и переобулся, и уже даже вас не предупредив. Ну вот, видимо, вот где-то слушать свою интуицию. Ну и с интеллектом у вас полный порядок, тут действительно вы будете от чего-то отказываться. И я допускаю, что и от людей, но точно так же это будет касаться дел. Самые разные дела. У кого-то это будет касаться вопросы дома, может быть, и отношений, у кого-то все-таки финансы и работа. И есть все-таки смысл работать вот с большим объемом информации или встречаться с большим количеством людей. Но постоянная аналитика какая-то с вашей стороны должна быть. Как будто настройтесь, мои дорогие близнецы, на то, что к вам приходит до конца апреля. Или ваши где-то желания. Здесь нужно будет профильтровать. Не обязательно сразу вы скажете «да», а вы для себя должны прояснить, это стоящее дело, это стоящий человек или это нет. Это пустая трата времени. Или, а может быть, и какой-то проект. Все-таки иногда, знаете, это как из вороха информации мы выудили что-то одно. И оно нам приходит совершенно внезапно. Вот, кстати, колесо фортуны тоже может свидетельствовать, что в каком-то объеме в информационном потоке будет одно маленькое, но более чем рациональное зерно. Перекладывайте на себя, у вас сильная позиция, но и время как будто требует от вас для вашего же блага, для нового качества жизни, важных перемен, самое главное, важных решений. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас, мои дорогие, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте статьи на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.